Всем привет! Советую после просмотра видео заглянуть в мой телеграм-канал. Я там стараюсь публиковать интересные криминальные истории со всего мира и там же публикую все кадры из видео, которые запрещает YouTube. Буду рад каждой вашей подписке. Каролай Серрано родилась 21 декабря 1993 года в городе Эредия, Коста-Рика. Ее родители развелись вскоре после ее рождения, потому что отец был жестоким человеком, а ее мать Розмари хотела, чтобы дочь росла в мирной обстановке вдали от насилия. Второй брак Розмари был удачным, и Каролай нашла в этом новом мужчине образ отца. Хотя их отношения закончились, она поддерживала с ним контакт. Друзья и семья описывают ее как очень кокетливую, дружелюбную девушку, которая всегда была душой компании. Она много времени уделяла уходу за собой и всегда выходила на улицу с прекрасной прической и макияжем. Также у девушки было много друзей, потому что, по словам ее матери, она всегда видела в людях только хорошее. Каролай бросила среднюю школу и начала посещать курсы парикмахерского искусства и маникюра. Хотя учеба не была ее приоритетом, став немного старше, она начала думать о возможности заняться ею снова и изучать право в университете. В возрасте 22 лет девушка родила единственную дочь, которую назвала Амандой. Отношения с отцом ее дочери длились недолго, но мужчина взял на себя ответственность за заботу о девочке. Девушка также работала оператором в пекарне Бимбо и в 2018 году смогла стать независимой со своей маленькой дочкой. Она арендовала дом, который находился рядом с домом ее матери, так как та присматривала за дочерью, когда ей нужно было идти на работу. В это же время в ее жизни с августа 2018 года появился 21-летний мужчина по имени Андрей Кувильо Идальго. Но их отношения не были идеальными, так как Андрей был женат. Мать Каролай дала дочери понять, что не согласна с их отношениями и попросила ее уйти от него. По словам Розмари, она никогда не встречалась с Андреем лично. 12 августа 2019 года 25-летняя Каролай, как обычно, была на работе. А когда ее смена подошла к концу, она поехала домой на общественном транспорте. Ее дядя проводил ее от остановки до дома, преодолев 400 метров. В тот день дочь Аманда была с бабушкой. Девушка зашла в дом, и затем некоторые соседи видели, как она вышла несколько часов спустя и села в белый автомобиль Honda. Это был последний раз, когда ее видели живой. На следующий день после этого Розмари отправилась в дом Каролай, чтобы разыскать ее. Она не получала никаких известий от дочери ни ночью, ни рано утром, и это показалось ей очень странным. Розмари несколько раз пыталась позвонить ей, но все звонки переходили на голосовую почту. Это, очевидно, сильно ее беспокоило, и когда она пришла к ее дому, то опасалась худшего, думая, что, возможно, с Каролай произошел несчастный случай в доме и ей нужна помощь. Но когда женщина пришла, то обнаружила совсем другую картину. Дверь в дом была открыта. Войдя внутрь, она увидела, что телевизор работает, а выпрямитель волос включен в розетку. Похоже, что девушка действительно куда-то ушла, но планировала быстро вернуться. Увидев это, Розмари забеспокоилась еще больше, а когда она поняла, что в доме нет никаких следов ее дочери, она попыталась снова связаться с ней по телефону. Но не получив ответа, женщина пошла в полицию, чтобы подать заявление о пропаже человека. С этого момента Розмари совместно с родственниками и соседями обыскивала каждый угол города, расклеивала фотографии Каролай и спрашивала прохожих о том, видели ли они ее дочь. Многие люди также начали присоединяться к поискам, поскольку знали девушку с самого раннего возраста. И им казалось очень странным, что она оставила свою дочь одну, ведь она всегда была очень ответственной матерью. Первое, что сделали следователи, когда увидели, что семья и соседи Каролай начали организовывать поиски,
Это поддержали их несколькими офицерами, а также отправились в дом девушки, чтобы провести тщательный обыск. Они хотели узнать, пропало ли что-то ценное из дома, но после обыска выяснилось, что сумочка, кошелек, мобильный телефон, расческа и ключи пропали вместе с девушкой. Кроме того, у полиции не было ни одной зацепки, которая могла бы помочь им установить ее местонахождение. Дни превратились в недели, а недели в месяцы. И с течением времени становилось все труднее найти ответ на вопрос. Затем наступил 26-й день рождения Каролай, и ее семья отпраздновала его, разыскивая ее по окрестностям. Розмари даже пришлось бросить работу, чтобы полностью посвятить себя заботе о внучке и поискам дочери. Также женщина начала продавать домашнюю еду, чтобы собрать деньги на продолжение поисков Каролай. А у полиции тем временем были только минимальные зацепки, и все, что они могли сделать, это разместить телефонный номер для получения анонимной информации. Благодаря этому в феврале 2020 года офицеры начали получать подсказки о местонахождении молодой матери. Некие люди сообщали, что видели человеческие останки на склонах вулкана Барва в Эредии. Офицеры отправились на это место и начали прочесывать местность, и действительно нашли останки. Семья Каролай также присоединилась к поискам, но первые найденные останки, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, не были человеческими. И только 11 февраля 2020 года были найдены останки, которые были идентифицированы как человеческие и доставлены судмедэксперту для анализа и идентификации личности. Кости, найденные у подножия вулкана, были из таза, ребер и черепа. Также были найдены волосы, нижнее белье, блузка и обувь. Кости были обнаружены примерно в 75 метрах от одежды, недалеко от реки. Эта одежда соответствовала описанию того, что было на Каролай в день ее исчезновения. Пока судмедэксперт изучал останки для идентификации, власти продолжали поиски с помощью специального оборудования и обученных собак, поскольку это была очень трудная для поиска местность. В то же время стало известно, что существует видеозапись с камер наблюдения с изображением автомобиля, в который села женщина в день своего исчезновения. И казалось, что мало-помалу находятся все куски, которые позволяют разгадать тайну Каролай. Удивительно, но 13 февраля того же года офицеры произвели аресты подозреваемых в исчезновении женщины, поскольку на тот момент останки еще не были идентифицированы. Это были Андрей Кувильо, Сота Родригес и трое несовершеннолетних, имена которых не разглашаются. Несовершеннолетние были освобождены под залог, остальные были оставлены под стражей на 6 месяцев, чтобы полиция могла закончить расследование. В дополнение к арестам был проведен обыск в доме Андрея, в результате которого был обнаружен белый автомобиль Honda, соответствующий описанию, данному свидетелями, которые видели, как Каролай садилась в машину в день своего исчезновения. Этот автомобиль был изъят, чтобы попытаться собрать улики. Хотя с учетом того, что прошло уже много месяцев, это было почти невыполнимой задачей. Результаты судебной экспертизы, которые держали в напряжении не только семью девушки, но и всю страну, заняли месяц. И в первую неделю марта 2020 года было подтверждено, что останки, найденные на склонах вулкана, действительно принадлежат Каролай Серрано. После этого все надежды семьи рухнули. И в некоторых интервью после того, как останки были найдены, Розмари сказала, что она все еще сохраняла надежду, что эти останки не принадлежат ее дочери, и думала, что она может быть где-то жива. К сожалению, судебно-медицинская экспертиза не дала нам много информации, так как останки долгое время находились на открытом воздухе и пострадали от погодных условий. Мы также должны принять во внимание, что в то время были найдены только некоторые части тела женщины. Поэтому причина смерти не могла быть установлена.
Единственное, что было установлено, это то, что Карлай была убита в тот же день, когда она исчезла. Учитывая все это, семья женщины решила устроить похороны. Они кремировали ее останки, затем поместили прах в биоразлагаемую урну и похоронили. Это было сделано для того, чтобы из урны выросло дерево, на котором впоследствии будет установлена табличка с именем женщины. Забота о дочери Карлай была возложена на бабушку и дедушку по материнской линии. Но отец ребенка и его мать сказали, что тоже позаботятся о воспитании ребенка и обо всем, что ему будет необходимо. Пока семья прощалась с Карлай, следователи продолжали свою работу. Они проверяли мобильные телефоны каждого из задержанных, а также проводили длительные допросы, чтобы выяснить, что случилось с женщиной. И вскоре удалось установить хронологию событий, произошедших в ту роковую ночь 12 августа 2019 года. В тот вечер Андрей написал Карлай сообщение с предложением встретиться. Как оказалось, они поссорились несколькими неделями ранее, поскольку она хотела, чтобы их отношения были официально оформлены и преданы огласке. А он не хотел уходить от супруги, с которой у него на тот момент был ребенок. В тот день мужчина сказал ей, что пойдет с друзьями погулять у подножия вулкана, и пригласил ее, чтобы помириться. Карлай согласилась, и Андрей забрал ее на своем автомобиле. А у подножия вулкана их уже ждали Сото Родригес и два других несовершеннолетних парня. Андрей обещал заплатить им около $80 за убийство женщины. Согласно телефонным переговорам между обвиняемыми, было установлено, что Карлай умерла от огнестрельного ранения, и что человеком, стрелявшим из оружия, был Сото. После убийства Андрей пошел в дом женщины, чтобы забрать ее сумочку, кошелек и другие вещи. Он хотел, чтобы все выглядело так, будто Карлай сбежала. После этого мужчины связались с несовершеннолетней девушкой, задачей которой было избавиться от вещей Карлай и всех возможных улик. В то время следователи полагали, что именно эта девушка была связующим звеном между Андреем, Сото и двумя несовершеннолетними, которые до этого момента фигурировали в расследовании дела. Полиция считает, что мотивом Андрея было желание избавиться от Карлай, чтобы его жена не узнала о том, что у него был с ней роман. Вскоре после арестов один из несовершеннолетних парней был исключен из расследования, так как власти заявили, что нет достаточных доказательств, чтобы связать его с убийством женщины. Все остальные оставались под следствием. 20 сентября 2020 года второй парень согласился на сделку о признании вины и был приговорен к 10 годам тюремного заключения. Вскоре после этого приговора несовершеннолетняя девушка также была приговорена к 12 годам лишения свободы за сокрытие улик. А в январе 2021 года Андрей Кувильо и Сото Родригес были приговорены к 24 годам лишения свободы. Они также должны были выплатить матери жертв около $8000. Через некоторое время были найдены еще некоторые останки Карлай. Это были бедренная кость, нижняя челюсть и кость ноги. Эти, как и первые, были кремированы, но Розмари решила сделать небольшой алтарь в своем доме, где она каждый день вспоминает Карлай. Женщина и по сей день не теряет надежды найти все останки своей дочери. Что вы думаете об этой истории? Пишите ваше мнение в комментариях, а также подписывайтесь на мой YouTube канал и на другие социальные сети. Ссылки на них есть в описании и в закрепленном комментарии под видео. Не прощаемся.